Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу об одном человеке, о котором я впервые узнала ровно год тому назад, от своих филиппинских друзей. Я думаю, и вы его знаете. Сейчас он очень популярен во всем мире после участия в шоу America's Got Talent в прошлом году. Это Марселита Помой. Со своими филиппинскими друзьями мы познакомились тогда, когда наш переезд с одного дома в другой был затруднен, и мы в связи с пандемией коронавируса, который застал нас врасплох, вынуждены были жить в Airbnb. Какое-то время мы жили в большом доме с радушными хозяевами, родом из Филиппин. Они предоставили в наше распоряжение целый дом с просторным холлом внизу, с роскошными диванами и большим экраном. Сами они поселились в 2 других комнатах. После моих видео, которые я делала то там, то здесь, внутри дома, мои друзья стали интересоваться, о чем мой канал и кому он посвящен. В один из прекрасных вечеров мы уютно расположились у большого экрана телевизора и стали смотреть все то, что касается моего канала. Когда мои друзья, а это было и старшее и младшее поколение большой филиппинской семьи, узнали, что человек, которого я хочу представить, обладает уникальным голосом, они, даже не поинтересовавшись именем, в честь кого был создан мой канал, сразу предложили посмотреть Марселита Помой. Как и полагается, во время просмотра они внимательно смотрели на мое лицо, в ожидании того, что я буду удивляться Марселита Помой. Я, конечно, была реально удивлена, и на моем лице отразилось восхищение, как талантливый певец так легко переходит с женского голоса к мужскому, и наоборот. Когда радушные хозяева после нескольких минут просмотра филиппинского певца сами предложили перейти к Димашу, они были вначале веселы, потом их лица стали серьезными, потом они недоумевали, а потом хозяйка и вообще стала закрывать глаза ладонями и мотать головой. Что так нельзя, такого не может быть. Это была песня «Опера 2». Димаш, улыбаясь, с большого экрана телевизора легко переходил с одной октавы в другую, выше и выше. Надо сказать, китайские телевизионщики – мастера своего дела. Они передали всю палитру эмоций нам, зрителям, и мы тоже с восхищением смотрели этот конкурс, как завороженные. Сначала на Димаша, затем на участников конкурса и, наконец, на зрителей этого концертного зала, которые открыто выражали свои эмоции. Кто-то махал руками, кто-то от удивления, прищурившись, а затем мимикой лица показывал свой восторг. Это было невообразимо. Восхищение зала так и лились бурным потоком к нам, телезрителям, сидящим по ту сторону экрана. Димаш был великолепен. После просмотра этого видео мои филиппинские друзья встали и сказали: «Нет, нет, это несравнимо». После этого никогда больше любопытных вопросов со стороны моих филиппинских друзей в адрес того, чем я занимаюсь, никогда не возникало. Была только поддержка и предоставление площадок и оборудования в виде мелкой мебели для снятия очередного видео. С того времени, конечно, Марселита запал в моей голове. Но я никак не находила ни повода, ни темы, как можно сравнивать Димаша и Марселита между собой. И только сейчас, по прошествию какого-то времени, я поняла, что сравнивать можно, но только лишь по одному критерию – по состоянию нашей души к этим 2 талантливым певцам. Я стала себя спрашивать, почему я не сделала это раньше, ведь это интересная тема, и я могла еще год тому назад собрать большое количество просмотров по этому видео и быть довольной собой. И сейчас только поняла, я была не готова, потому что к этому невозможно прийти сразу. Вначале ты понимаешь, что реакция зрителей будет ужасной, и зрители начнут говорить, что мы сошли с ума, сравнивая одного таланта с другим. У каждого свой яркий талант, свой неповторимый уникальный голос, разная жизнь, судьба. В конце концов, каждый выходит из своей страны, со своим менталитетом, культурой и так далее. Пришла к этому пониманию я только сейчас. Я вам расскажу, почему именно сейчас. Только для этого нужно подписаться на мой канал и, скажем так, авансом поставить свой лайк. Итак, начинаем. Сразу оговорюсь, что если кто-то ищет какие-либо сравнения во внешности, в голосовых данных и других параметрах, то сразу разочаруется в информации этого видео. Я повторюсь, что буду говорить лишь о наших чувствах к этим 2 певцам. Говорю «наши», потому что сделала глубокий анализ после прослушанного и увиденного в интернете большого количества блогеров и реакционеров и просто музыкальных видео с Марселита Помой. Начнем, пожалуй, с рассказа о филиппинском певце Марселита Помой.
Он старше Димаша ровно на 10 лет. Родился 22 сентября 1984 года. Простой филиппинский народ говорит о нем, что он поет голосом ангелов. И народ знает, что у Марселита непростая судьба. И именно поэтому филиппинский народ поддержал Марселита, и он стал знаменитым после победы в филиппинском шоу талантов, благодаря не только уникальному голосу, вокалу, способному сочетать в себе голоса тенора и сопрано, но и его жизненной истории, которая кажется нереальной. Когда Марселита стал фаворитом знаменитого конкурса, народ так ликовал и был горд за Марселита Помои. Вы можете видеть это на этом видео. Так как же складывалась его судьба, что он даже в мечтах не мог себе представить, что достигнет таких высот? Марселита Помои исполняет многие песни Селин Дион и Андреа Бочелли. Голос Марселита Помои одинаково ярко и чисто звучит и в высоком женском регистре, и в привычном мужском. Если не смотреть на экран, то полное ощущение, что поют двое – мужчина и женщина. История Марселита невероятная. Мать отказалась от мальчика при рождении, и опекунство было передано отцу, отбывающему тюремный срок наказания. 2 года ребенок провел в тюрьме вместе с отцом, после чего Марселита усыновил тюремный охранник. Жизнь у приемных родителей не была голодной, но ее трудно назвать счастливой. Проучившись в школе 1 год, мальчик узнал, что отец и мать, с которыми он жил все годы, не были ему родными, и сбежал из дома в поисках родной мамы. Он бродил по улицам города Бислинг, голодая по несколько дней и выполняя любую случайную работу за кусок хлеба или небольшие деньги. Марселита рассказал, как успел поработать помощником на стройке, грузчиком, торговцем вареных утиных яиц, занимался ремонтом пинболов и боулинг-лейн, получая $1 в день. Приходилось ночевать и на улице, но парень не падал духом. Чтобы скрасить свое одиночество, стал напевать песни, которые доносились из клубов и ресторанов. Очищая загоны на куриных фермах, он пел курицам-несушкам серенады. Тогда понял, что может петь как мужским, так и женскими голосами. Свое вокальное мастерство он оттачивал самостоятельно, без педагогов по вокалу во время работы, копируя известных певцов способы дыхания, дикцию и способ подачи песен. Он многому научился. Старшие друзья хорошо отзывались о пении Марселита, посоветовав ему найти кастинг на телевизионном конкурсе в Маниле. Пройдя прослушивание, парень дошел до полуфинала, откуда попал в гранд-финал, где выиграл, несмотря на конкурентов-профессионалов. Премия за победу явилась для него огромной суммой денег, которую парень не мог представить себе даже во сне. С ним подписала контракт известная студия звукозаписи. Он стал заниматься с тренерами по вокалу, а параллельно повышать уровень своего образования, осваивая программу 3 класса общеобразовательной школы. Сегодня Марселита может исполнять песни на разных языках. Теперь давайте перейдем к самому важному вопросу. Чем же все-таки отличается Димаш и Марселита? Было бы некорректно сравнивать одного с другим, но все же нужно сказать, что наши отношения к ним совершенно разные. Когда просматриваешь видео реакционеров, понимаешь, что они-то и выражают свои мысли очень точно по отношению и к тому, и к другому. Давайте посмотрим это видео. Димаш was amazing. Так что Яша говорит, что Димаш, как всегда, оставляет слушателей в восторге после его performances, что Марселита, ему очень нравится его голос, и как он выполнил, но Димаш был out of this world. Amazing. Димаш is Mr. Goosebumps. Димаш is Mr. Мурашки. Коротко сказать, что я сказал. Марселита мне очень нравится. Единственное, то есть, опять, это не негатив, но просто мои чувства, что он, когда поет песню, это как будто, знаешь, как будто попугай выучил песню. Так что он не дает этой песне ничего нового. Просто чувствуется, что он как бы повторяет, что Селин Дион делала. Ну, у него
голос просто amazing. И я считаю, что он даже выполнил эту песню лучше, чем Селин Дион. Ну, было бы, я думаю, приятнее, если как Димаш и как другие, когда они выполняют, это чувствуется, что это, знаешь, не то, что их песня, это не ихняя песня, но они делают, как будто это ихняя песня. Так что это единственное, что я хотел сказать, как бы critical насчет Марселита. Но Димаш, я сказал, что это не как... То есть слушать песню — это как experience. Чувствуешь, как летаешь с ней. Они забирают тебя во время песни. And it's like an experience. Так что просто в восторге. Absolutely beautiful. Так получается, что Димаш исполняет песни более душевно, чем Марселита? Откуда у Димаша это понимание, это прочтение песен? Откуда берется эта душевность? У меня закралась мысль. Может, западному зрителю нужна сначала сенсация, а затем душа. И я подумала, Иманбек, казахстанский диджей, почему-то сразу стал обладателем Грэмми, потому что он сделал что-то невероятное, сделал сенсацию. Сенсация в электронной музыке, для которой не требуется душа, душевное состояние. Однако я сильно ошибаюсь. Даже в электронной музыке необходимо то, чтобы при прослушивании музыки нам хотелось вспомнить своих родных, близких, или в мыслях побывать у себя на родине, или путешествовать, сидя в кабриолете, мчась по извилистым серпантинным горным дорогам какой-нибудь изумительной по природной красоте стране. Почему Авичи, шведский диджей и музыкальный продюсер, был очень популярным и знаменитым? Его состояние оценивалось миллионами. Потому что при прослушивании «Hey, brother» даже человеку, не знающему английский язык, хочется взять телефонную трубку и позвонить своей сестре или брату. Просто спросить: «Как дела?» Да все потому, что нужна душа, душевное пение, без которого даже сенсация не будет таковой, если ты не вложишь свое душевное состояние в стихи, в музыку, в исполнение. Мы желаем Иманбеку, как он сам себе пожелал, в Comedy Club у Гарика Харламова и Павла Воли 2-е Грэмми. Но теперь хотим предупредить Иманбека. Мы, зрители, будем искать в музыке Иманбека душевную составляющую. А что же Марселита Помой? Ему 35 лет. Он прекрасно поет каверы оригиналов Селин Дион и Андреа Бочелли. Его каверы достойны огромных оваций. Но даже известный продюсер и судья шоу America's Got Talent Саймон Коул сказал следующее. «Марселита, ты очень талантливый парень. Однако, если бы это был мой выбор на такую ночь, имеется в виду песня, которую исполнял Марселита, я бы сделал менее предсказуемое, что было бы для души». Здесь моя мысль о том, что западному зрителю больше нужна сенсация, нежели душа, сразу исчезла. Значит, и западному зрителю важно душевное состояние, чтобы мы могли восторгаться не только голосом, но и постановкой самого номера, его исполнением и раздачей зрителям своего душевного состояния. То есть мы, когда слушаем и видим Марселита Помой, мы удивляемся, а когда мы слушаем Димаша, мы чувствуем когда счастье, когда тревогу, когда печаль. Я думаю, что у Марселита еще большое будущее. Он еще может что-то менять в своем исполнении, может сам меняться. А мы, Дирс, хотим пожелать молодому филиппинскому певцу только всего самого наилучшего в его певческой карьере. А еще мы радуемся, что мы всегда можем наслаждаться неземной музыкой Димаша, музыкой миллионов, музыкой души, музыкой счастья. Как настроение, друзья? Как настроение? Как настроение?